Приземлились. Сейчас возьмем наш автобус и поедем. Заходим в автобус. Билет в одну сторону 12 евро, а если сразу брать туда-обратно, то выходит 22. Так, ага. На рецепции уже все ушли спать, и нам оставили ключи. Сразу попадаем в номер. Ага. Санузел. Видимо, ванна отдельная, да, или гардеробная. Ага, это шкаф. А, вот душ. Я увидела душ. Все. Такое утро в Венеции. А чуть позже уже и мы отправимся на свою гондолу. Как бы странно это не звучало. А мы уже гуляем по Венеции. Супер планов каких-то нету. Из такого посетить несколько достопримечательностей. Сейчас, собственно, мы уже пришли к одной из. Это мост без каких-то поручней. Дальше пойдем в центр, что-то там посмотрим. Уже выпили апероль. Пущу здесь ссылку и что советую сделать. Посетите смотровую площадку, которая бесплатная, но ее нужно бронировать заранее. Я думала за день, а оказалось уже за 2, и это еще не пик сезона. Собственно, это единственное, что не удастся. Из такого забронировали, естественно, гондолу. Онлайн делала бронь. Вот у нас на 3 часа. Так что пока двигаемся туда. Кстати, да, сейчас апрель, но никаких запахов с каналов неприятных нету. Может, летом, возможно. Сувенирчики. В Венеции своя стрит-фуд-культура. Крошечные пиццерии, пастерии, маленькие заведения так и манят запахом. Рынок. Морепродукты продаются, но мы на него не успели. Хотя в планах и не было. А прямо возле рынка находится кафе, где продают морских гадов с очень лестными отзывами на их кухню. Ну что же, заходим попробовать. Такой стаканчик. Вышел 14 евро и лимонад. Вид уже, конечно, на закрытый рынок не очень. Местечко такое, довольно-таки хипстерское. Сейчас будем пробовать. Подходим еще к одному мосту, к Риальте. Он главный тут не просто так. Это самый старый каменный мост через Гранд-канал. И долгое время был единственным переходом между районами. А сейчас живое сердце Венеции. Поднимаемся по мосту, а это основной Гранд-канал. Очень многолюдно. Я, конечно, такое не люблю. А что поделать? Фишка этого моста, что он как улица идет. Решили слегка подкрепиться. И дальше направляемся в базилику Святого Марка. Тут также людно, но очень красиво. Очередь огромная. Сейчас посмотрим, возможно, купим билеты онлайн, чтобы не стоять эту очередь. Вход 3 евро, прошли без ожидания. Музей и терраса за дополнительную плату. Внутри пол идет волнами. Венеция веками медленно оседает. А мозаики 19 века золотятся так, что забываешь о толпе, пусть она и окружает со всех сторон. Купили онлайн, но все равно пришлось подойти сюда и, видимо, взять билеты. Полчаса 39 евро. До прогулки на гондоле есть минут 15. Зашли в Королевские сады. Сейчас прогуляемся. Уже все цветет. Выглядит красиво. Людей все так же много. Все, начинается наше путешествие на гондоле. Сели, качает немного. Направляемся в каналы, более узкие. Вот такие тут заторы. Видимо, мы тоже сейчас туда направляемся. Всего гондольеров около 400 человек, плюс-минус 20. Стать каждый желающий не может. Это очень престижная профессия. Передается из поколения в поколение. Собственно, они все друг друга знают. Вот, мы идем по каналу, и они переговариваются. Атмосферненько. Мостика. Заторы.
Естественно, тут многолюдно. Ну, вот так с портфелями ходить нельзя. Взяли в ручки, мы без портфелей. Сейчас побродим, посмотрим, чего тут как. Прям в центральной части стоит гондола с книжками. Одна из фишек этой библиотеки. Вот такая фотозона, оформленная в виде книг. Так, а в другой части можно выйти в гондоле, сфотографироваться, кто хочет. Но сейчас что-то там они сломано и закрыли. Ну, в принципе, мы уже покатались на гондоле, нам не надо. Интересное место. Зайдем сейчас в местный супермаркет. Посмотрим, чего есть интересненького. Такой супермаркет. Мы уже вернулись в номер. Сейчас сделаю небольшую распаковочку из супермаркета. Так, общий чек получился на 28 евро 25 центов. Взяли чипсики. Морские гады на развес в кляре. 200 грамм. Влажные салфетки. Сан-Пелегрино вода. Куда же без нее? Сыр. Грана падана. Забыла, как называется. Голубика. Черника. В общем, блюберри. Какие-то колбаски итальянские. Яблоко. Сладкие кокосовые трубочки. И так. Беллини. Венеция на закате. Остров Сан-Мишель, на котором хоронят всех венецианцев. Для этого специально выделили целый остров. Зашли в местечко, называется Паста энд Паста. Вроде как тут домашняя паста. Будем пробовать. Вся Венеция из таких узких улочек. Ходишь, бродишь. Еще одно именитое местечко. В общем, решили не сдерживать себя. Сегодня последний день, и у нас нет времени посидеть, поэтому очень по-итальянски взяли апероль to go. В общем, направляемся к аэропорту. А я уже вернулась из Венеции обратно домой. Поездка у нас была недолгая, заняла около 2 дней. И, так сказать, по горячим впечатлениям хотелось бы записать это видео. Не все я снимала. Ну, у нас не было каких-то супер планов. Мы просто хотели гулять. Единственное, что четко была запланирована прогулка на гондоле. И я немножечко опростоволосилась. Я была уверена, что если я забронирую онлайн гондолу, то помимо того, что мы сэкономим, еще и будет прогулка только на 2. Оказывается, нет, это прогулка в компании, нас было 4 человека. То есть, если вы хотите гондолу взять не на 2, на компанию, но у вас нет компании, то вы покупаете онлайн, приходите, и там уже точно такие же люди вас ждут. Лайфхак, надо правильно сесть. Мы сели возле гондольера, и там лавочка. Удобная, мягкая, на 2. В принципе, неплохой экспириенс, мне понравилось. Есть свои нюансы, что это такое все в потоке. Они, конечно, переговариваются между собой. Я итальянский супер не знаю, но было слышно и понятно, что они обсуждают тех, кого они везут на лодке. Такое. Ну, наш гондольер был, в принципе, нормальный, не сильно болтал, только приветствовал там кого-то. Я как-то в видео обмолвилась, что пока мы гуляли, я не слышала никаких ароматов неприятных. Это не так. Ароматы все-таки там есть. В процессе прогулки ты их ощущаешь в той или иной степени. Поэтому, когда вы бронируете жилье, то, если с видом на канал, не рекомендую брать максимально низкое на 1 этаже. Шопинга в Венеции не было по планам, но в аптеку заскочить удалось. Я давно хотела приобрести витамины.
Каждый раз, когда была в Италии, я почему-то забывала сей факт. Я слышала от итальянцев, жен, особенно итальянцев, что они принимают биоскалин. Это их итальянские витамины. Взяла сразу курс на 2 месяца. Будем пробовать, так как, уж больно положительные отзывы. Если понравится и увижу какой-то эффект, результат, обязательно об этом поделюсь. Всем приветики, у меня незапланированное включение, собственно, и нарисовалась поездочка деловая в Милан. Решила вас взять с собой. Я, конечно, там не впервые, уже была до этого. Тогда я еще с Милана ездила на Como. В общем, сейчас более деловая поездка. Но я придумала, я хочу посмотреть какие-то интересные места, где можно перекусить, необычные, где еще не была. Собственно, я вас с собой возьму. Удалось. Так, в этот раз мы едем не на автобусе, а на электричке. Ну все, допиваю кофеек и уже подъезжаем к Милану. Все, мы приехали уже, добрались на метро. Сейчас идем в апартамент заселяться. Мы подошли к апартаменту. У нас селф-чекин, потому что мы после 7 вечера. И нас чуть-чуть перенесли апартамент, оказалось даже центральный. Буквально в 3-5 минутах централи кафедрали. Так, открывай. Ага, будем. Оп-оп. Так, очень интересный кейбокс. Нажимаем через интернет. И вот так открывается. Забираем ключики. Так. Вот такой апартамент. Я уже до этого зашла, и почему-то очень странно, они разложили и диван, и кровать. Так. О, собственно, и дому. То, что я назвала кафедрали Централи. Так. И что у нас тут? Ага, ванна. Санузел. Косметику поставили. Так. Вышли прогуляться в магазин. Сегодня планов особых нет, завтра много дел. Так, с магазинчика уже пришли. На домашнем еду заказали. Взяли клубничку, чипсики. Естественно, апероль в таком формате. На всякий случай, если с доставки что-то не то придет. Так, чек. Орешки, яблоки, сыр, так, еще какие-то орешки, влажные салфетки, шампейн и водичка Пелегрино и обычная. Так, это вышло, да. Так, 32 евро. Доставили нам доставку. Вот такой скромненький ужин. Сегодня на домашнем. А у нас утро нового дня. Сейчас собираюсь. Отправлюсь потом. Вот тут буквально на углу есть кафе-ресторан, выпью кофе. Затем по делам. А потом вернусь в центр. Собственно, отправлюсь к дому. И там уже выпью спокойно апероль. И зайду вместе с вами еще в несколько интересных мест. Все, спускаюсь за кофе и дальше по делам. А сейчас мы заходим в торговый центр, но с задней его стороны, где есть лифт, который прямиком поднимает нас на смотровую площадку. Можно и через торговый центр. Вроде здесь идет лифт прямой. Вот выход на террасу. Вот такая смотровая площадка. И сейчас мы здесь где-то выпьем кофе. Кофе возле апартамента не удалось выпить, так как они с 12 работают. Мы там пришли в центр. Утренний кофе плавно перерос и в апероль. Ну, мы в Италии. Теперь самое время отправиться по делам и чуть позже сюда вернемся.
Так, из метро пришлось пересесть таки на трамвай. Я уже закончила свои дела. Сейчас направляюсь в центр, к дому, там апартаменты. И пойду в Starbucks, который один из самых больших в Европе. Там очень, я уже была там, очень красиво, он необычный. Затем планирую отправиться в магазин Kiko Milano. Это бренд декоративной косметики итальянская. Она бюджетная, но у них есть, кстати, очень неплохие продукты, которыми я сама пользуюсь. Но я отправлюсь туда не просто так. Узнала, что там можно на помаде сделать гравировку своего имени или какой-то иконки. В общем, поехали дальше. Все, добралась до Starbucks. Сейчас покажу. Кофеек, апероль. В нижней части самообслуживание, а на втором этаже заказываешь Starbucks Reserved Cold Bar. Так это называется. Вышли. Значит, на втором этаже, когда в этом баре, там уже обслуживание включено в стоимость человека 3 евро. Ну, чаевые по вашему желанию. Так оформлен Apple Store в Милане. Эффектно очень. Менее центральная улица и меньше людей. Апероль отдается в моей речи. Забежала таки в апартамент. И сейчас наконец-то направляюсь уже в Kiko. Тот самый Kiko. Сейчас будем искать помаду для гравировки. Придется постоять небольшую очередь, но в принципе, думаю, минут 10-15. Местное заведение, в котором апероль шприц стоит 4,50, и к нему дают вот такие чипсы. Тут очень много местных. Вот. Итак, для начала нужно выбрать помаду. Я зря стояла в очереди. Сейчас разберусь. Выбрала помаду. Сейчас стою опять в очередь. Так, следующий этап. Ждем вот эту очередь и будем делать гравировку. Все, закончилось. Процесс нанесения моего имени гравировки. В общем, помада стоит 10 евро, а гравировка 1 евро. То есть это удовольствие вышло в 11 евро. Классный подарок. Довольная с помадой, направляюсь в пиццерию. Благодаря ТикТоку еще узнала о ней. А следом после пиццерии планируем зайти и взять какое-то там интересное тирамису. Все это в центре, кстати. Это центральная улица. Пицца с Пантини. Иду тестировать. Ага, вот и пицца. Сейчас выберем и попробуем. На нее очень хорошая рецензия. Пиццу будем тут пробовать. На вид очень аппетитненько. Вкусно. Сейчас направляемся за десертом. Называется спун тирамису. Вот такое местечко. Yeah, thank you. Таким видом будем сейчас пробовать тирамису.
Интересненько. Одной рукой неудобно, но... Очень неплохо. Немного приторно, но... В центре галереи Витория Эммануэля лежит мозаичный герб быка. Время протерло дырку на его причинном месте. Говорят, 3 оборота на пятки, и желание услышано. Ну все, суп принял нормальный облик. Всего час на поезде от Милана, и ты уже на Комо. Поднимаешься на фуникулере и наслаждаешься видом на озеро с высоты. Все, я уже еду в аэропорт. Быстро хотела сказать об апартаментах. Я их броню не через Booking, а через местный агрегатор. Сутки стоили 215 евро. Классно, что в центре, но не хватало немножко деталей в виде там геля для душа и все такое. Двигаемся в аэропорт. Все, после аэропорта сразу забрали автомобиль. Есть интересный факт. В столице Черногории, Подгорице, до ближайшего ее аэропорта нет общественного транспорта. То есть из города до аэропорта вы можете добраться только посредством такси или же на своем автомобиле. Что хочу сказать, там есть парковка, и поскольку мы улетали на 2 дня, то перед этим зачастую бытует мнение, что парковка возле аэропорта дорогостоящая. Перед тем, как улетать, я позвонила в аэропорт, уточнила стоимость парковки. В сутки стоит 6 евро, что вполне приемлемо. То есть мы улетели на 2 дня, но нам чуть-чуть получилось, на 3 суток засчиталось, вышло 18 евро. То есть это даже дешевле, чем бы мы ехали на такси. Мы обычно оставляли автомобиль в Подгорице и на такси уже до аэропорта. Туда-обратно где-то вышло бы 23-24 евро. Ну, в одну сторону 11 евро. Вот как-то так. А на долгий срок еще получается дешевле. Там на месяц 60 евро. Все, а я двигаюсь дальше.